Вы ни за что не узнали бы их на улице. Вы привыкли видеть этих турецких актеров идеальными красавцами с обложек журналов. Но то, что они сделали со своим телом и лицами ради кино, повергнет вас в настоящий шок. Минус 20 килограммов, часы мучительного пластического грима и полная неузнаваемость. На какие безумные жертвы пошли главные красавцы Турдизи? Досмотрите до конца, финал вас поразит. И открывает наш список. Кыванч Татлытук фильм «Сон бабочки». Открывает наш список человек, чья трансформация до сих пор считается одной из самых шокирующих в истории турецкого кинематографа. Кыванч Татлытук, которого миллионы зрителей привыкли видеть в образе безупречного, статного красавца, будь то роскошный Бехлюль из «Запретной любви» или мужественный офицер из «Курт Сеид и Александра». Но для фильма «Сон бабочки» актер буквально уничтожил свой привычный лоск. Чтобы достоверно сыграть молодого турецкого поэта, медленно угасающего от туберкулеза в 1940-х годах, Кыванч пошел на экстремальные меры. Под строгим контролем врачей он сбросил колоссальные 20 килограммов. Из мускулистого секс-символа он превратился в изможденного, болезненно худого парня с ввалившимися щеками и потухшим взглядом. На премьере картины зрители отказывались верить своим глазам, на экране был совершенно другой человек. Эта роль доказала критикам: Кыванч – выдающийся драматический актер, готовый на любые физические жертвы ради искусства. Чагатай Улусай – фильм «Бумажные жизни». На втором месте – Чагатай Улусай. Вспомните его в сериалах «Прилив» или «Дикий мед», идеальная укладка, стильные костюмы, пронзительный взгляд, разбивающий сердце. Но то, что он сделал со своей внешностью для драмы «Бумажной жизни», шокировало даже самых преданных фанатов. Ради роли Мехмета, бездомного парня, собирающего макулатуру на улицах Стамбула, Чагатай полностью отказался от звездного имиджа. Он набрал около 20 килограммов лишнего веса, отрастил густую, абсолютно неухоженную бороду и длинные волосы. Ежедневный сложный грим добавлял его лицу землистый оттенок, глубокие морщины, пигментные пятна и темные круги под глазами. Во время съемок пресса пестрела заголовками о том, что любимец публики окончательно запустил себя. Никто даже не подозревал, что эта отталкивающая полнота и неопрятность – часть гениального погружения в тяжелого, сломанного жизнью персонажа. Араз Булут Ийнемли, фильм «Ататюрк». Третью строчку занимает Араз Булут Ийнемли. Для миллионов поклонников он навсегда остался имачем Кочевалы из культового «Чукура», взрывным, пластичным, с фирменной темной щетиной и хулиганской харизмой. Однако масштабный исторический проект «Ататюрк» потребовал от актера полного стирания своей личности. Сыграть Мустафу Кемаля Ататюрка, отца-основателя Турецкой Республики, величайшая ответственность. Ради абсолютного визуального сходства Арасу полностью обесцветили и перекрасили волосы и брови в светлый, рыжевато-пшеничный оттенок. Ежедневно команда гримеров накладывала тончайший пластический грим, чтобы изменить скульптуру его лица. Но трансформация была не только внешней. Арас месяцами работал с историками, менял походку, осанку и тембр голоса, чтобы двигаться в строгой военной манере. Тот хулиган из «Чукура» исчез бесследно. На экранах предстал статный, сдержанный лидер нации с стальным взглядом. Бурак Ащевит сериал «Основание», «Осман». Четвертый в нашем списке – Бурак Ащевит. Долгие годы он был синонимом современного турецкого матча. Короткая стильная стрижка, фирменные аккуратные усы из «Великолепного века» и идеальные костюмы из «Черная любовь» сделали его кумиром женщин по всему миру. Но ради главной роли своей жизни в эпосе «Основание», «Осман», Бурак пошел на радикальную смену имиджа. Актеру пришлось забыть о походах к барберу. Он отрастил длинные, густые волосы и массивную бороду, полностью изменив архитектуру своего лица. Кроме того, чтобы достоверно выглядеть в кадре с тяжелым мечом и в массивных доспехах, Бурак перестроил свое тело. Он набрал внушительную мышечную массу, расширил плечевой пояс и прошел изнурительный курс тренировок по верховой езде и историческому бою. Теперь это не элегантный бизнесмен Кемаль Сойдери, а суровый, мощный и пугающе реалистичный средневековый воин, лидер целой империи. Исмаил Хаджаглу фильм «Слезы Джема Караджи».
5-е место достается мастеру перевоплощений Исмаилу Хаджиоглу. В биографическом фильме о легендарном турецком рок-музыканте он совершил нечто невообразимое. Он буквально стер собственное лицо, чтобы отдать дань уважения великому артисту. Это не просто история о том, как актер отпустил усы. Съемочный процесс превратился для Исмаила в ежедневное испытание пластическим гримом. Каждый день часами на его лицо накладывали сложные силиконовые протезы. Они меняли форму его носа, структуру скул, разрез глаз и линию подбородка. Дополнялось это тяжелыми реалистичными париками и массивными очками. Исмаил скопировал даже мимику, нервные тики и уникальную манеру выступления Караджи. Глядя на кадры из фильма, зрители впадали в ступор, перед ними был не Исмаил, а оживший кумир прошлых лет. Это абсолютный уровень актерской самоотверженности. Керем Бюрсин фильм «Жизнь отдам». Завершает наш сегодняшний список Керем Бюрсин. Для миллионов зрительниц он – тот самый Серкан Балат из «Постучись в мою дверь», холеный миллионер в сшитых на заказ костюмах с идеальной укладкой и безупречным загаром. Но в военном экшене «Жизнь отдам» от этого глянцевого мальчика не осталось и следа. Для роли офицера Керем прошел настоящую, жесткую подготовку в лагере спецназа. Он целенаправленно высушил свое тело, сбросив лишний мышечный объем, чтобы выглядеть жилистым и изможденным в полевых условиях. Его лицо сильно похудело, обнажив резкие черепные кости, появилась грубая, неровная военная щетина. Большую часть фильма мы видим актера покрытым грязью, потом настоящими синяками и ссадинами. Керем доказал, что совершенно не боится быть некрасивым, пугающим и жестоким в кадре, навсегда разрушив стереотип о том, что он может играть только богатых романтиков. Наше видео подошло к концу, и, как видите, за идеальной картинкой турецких сериалов часто скрывается колоссальный труд и реальные физические жертвы. Чья трансформация поразила вас больше всего? Кого из этих актеров вы бы точно не узнали на улице? Пишите в комментариях, давайте это обсудим. Если этот выпуск вам понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые горячие разборы. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.